Выходит Путин в конце прошлой недели и говорит, что ну, там это все, это старая тема рассуждения, ошибка Сталина, да, например, да, ну, то, что надо было там оставить, и он еще говорит, что поляки примут участие в разделе, например, Запада, Украины, это все исторические там эти травмы и так далее. Ну, он так не говорит, но он четко дал как бы посыл, что аж официально Варшава начала говорить, нет, это провокация, нас пытаются рассорить. Так и что вас ссорить? Вы и так ссоритесь. Это игра Зеленского. Я вот как я по-разному складывал эти пазлы. Но если по вашей кафедре политтехнологической, то это игра исключительно Зеленского. Почему? Объясняю. Потому что сейчас ситуация в Украине, сейчас мы к ней перейдем, напоминает, ну вот, апокалиптическую. Количество ударов только за сегодня. Это склады, это нефть, ну, в общем, объекты нам еще не говорят, это заводы конкретные. Сегодня тут сообщили, ой, представляете, завод поразили. Так стреляют же только по домам и в чистополе. Обломки падают. Ну, это такой вопрос. Ситуация тяжелая. И в этой тяжелой ситуации условно может же произойти, родиться идея. Украинцев много в Польше. Они там нормально себя чувствуют. И тут, смотрите, а тут вот западные рубежи, а почему бы и нет? А давайте войдем в Евросоюз Львовской областью. Ну, так, теоретически, чтобы на статью как бы не наговорить. То есть, а вот частями, а почему нет? А у нас там старые хорошие счеты. А плохие счеты? Ведь это вся история, когда разгоняет кто? Офисные телеграм-каналы. Любой чих, пук, какой-нибудь там косой взгляд друг на друга разгоняют офисное. Зачем? Чтобы этого не произошло, чтобы украинцы в плохой, такой очень и очень жесткой государственности режима Зеленского, чтобы они и головы туда, в ту сторону не повернули этого варианта событий. Это реакция на слова Путина сейчас, вот этот медийный разгон. Когда, условно, какие-то непонятные прыщавые подростки что-то поспорили в трамвае, а у нас уже все, национальная катастрофа. Это да, это присутствует. Но я просто напомню, что тема с Пантеоном, с ней носилось политтехнологическое окружение Буданова. Вот откуда это зашло. Возможно, да, допускаю то, что осознавали последствия своих действий, допускаю такой вариант, но в какие-то хитроумные схемы, честно говоря, не верится. Глядя, кажется, учитывая то, что умение там планировать и просчитывать последствия своих действий там хотя бы на месяц вперед не является добродетелью команды президента, это факт, по-моему, с которым никто спорить не будет. Ну а что касается кресов сходних, но, по-моему, очень давно Кость Бондаренко вполне. Не-не-не-не, тут смотрите, еще раз. Мы имеем дело с человеком, которому не нужна история. Он об этом сам говорил, Зеленский. Говорит, зачем, какая история? Поэтому тут эти разумные аргументы, они тут не канают. Здесь очень четкий видится план, Андрей Владимирович. Он четко нам сказал, будет мобилизация всего живого. Брони уже режут, фермеры в Да. шоке, рабочие в шоке. Все говорят, елки-палки, так мы ж вроде как укрытие строим там над чем-то, ну, работяги. А говорят, не, построит кто-нибудь другой, вы давайте на фронт. Ужас происходит. Соответственно, этот накал с инфляцией, ростом цен, налогообложением, с этими посылками Корецкий носится. И так мне это интересно стало, знаете, вот это, слушайте, какого классного Корецкого назначил нам Зеленский. Он сегодня с утра, знаете, какое заявление сделал? Открыть, пускать в бомбоубежище там в метро киевлян. Обстрел же был, и не пускали без тревоги. В метрополитен скандалище жуткие, 56 тысяч во время прошлого обстрела Киева сидели в метро. А почему сидели в метро? Потому что никто им ничего не построил. Но он же волевым решением... Это вопрос киевской мэрии. Ведь, как бы там ни было, но Кличко вместо того, чтобы вкладывать, закатывать миллиарды в асфальт и давать их фирмам Максима Шкеля, то есть такой у нас дорожный олигарх, мог бы смягчить проблему убежищ, поскольку подземные паркинги, подвалы панельных домов, это небезопасное убежище.
Это история с прилетом в жилой дом на Дарнице, где люди погибли в подвале. Вот, наглядно это показало. А таких убежищ, которые строили по всем правилам и нормам, так как надо, 50-е, 60-е годы, с расчетом на то, что там можно выдержать ядерный удар с вентиляцией, с резервными системами освещения, это все похерено, как и система гражданской обороны. Ну, хотя бы за несколько лет можно было хоть что-то восстановить. Но это тоже не сделано. Поэтому это уже пошла такая пиар-игра. Возможно, вот все-таки я согласен, польская тема, это из элементов такого спина, переключения внимания. Да, это может работать, вполне допускаю. Вот, чтобы действительно не смотрели. Но украинцы, тем не менее, это не остановят. И по мере возможности только цены возрастают сейчас, что за нелегальный трансфер от 10, менее 10 тысяч долларов это либо нарветесь на аферистов, либо на наших правоохранителей, которые иногда под видом такого рода услуг там платишь вперед криптой, приезжаешь на назначенное место, а там тебя принимает и ДПСУ, и ТЦК, как говорится, все в одном пакете. И еще и получаешь направление, как говорится, на ВЛК и учебку. Ну, смотрите, это все равно идет подготовка к глобальному какому-то, ну, в общем, тяжелому периоду в войне. Я так понимаю, ну так, по крайней мере, транслирует российская сторона. Если послушать Путина, Медведева, да и некоторых там генералов, сегодня там тоже расхватали цитаты из Госдумы, они, в принципе, вызов принимают. Ну, то есть, вызов принят. Окей, Вайлдберрис, бомбите, какие-то там эти, бомбите, ну и Россия будет бомбить. Ну, собственно, и все. И тут возникает главный момент, это момент урона. Как-то пытались посчитать и сосчитать. Ну, слушайте, страшные цифры. Миллиард теряет Украина в месяц. Миллиард, это только прямых. Больше. Позволю не согласиться, больше. По Ракину поинтересуйтесь, ведь... Не-не, я имею в виду, миллиард теряет от ударов. Вот ракета летит, туда куда-то оно там что-то стоит, и вот это все, миллиард. История с портами. 2 недели назад была эйфория, там вот Мадяр там прекратил судоходство в Азовском море. Порт Тамань приостановил свою работу. Замечательно, но через неделю пошла ответка. И результат Черноморск, Одесский торговый порт, это глубоководные порты, которые способны принимать, ну, не вот эти мелководные суденышки, которые по Азову уходят, река, море, а серьезные корабли. И это ворота в мир для Украины. И все, остановился экспорт зерновых, остановился экспорт подсолнечного масла, Allseeds, посмотрите, вот погуглите, у них все катастрофа. И на рынке стоимость тонны зерна упала до 3000 гривен. Это для фермеров это эпик фейл. Для мелких и средних фермеров это разорение. Да без вариантов. И что дальше? Вот, поэтому это один из основных источников поступления валюты в страну, продажи зерновых. Но возьмем только хотя бы тот факт, что сегодня называют 70-80 центнеров с гектара. Хороший урожай. Не жаркое лето, пшеница хорошо уродила, подсолнух хорошо уродил. Куда все это будем девать? Что, грузовиками и на тачках вывозить будем? Невозможно. А Одесса закрыта. И, судя по всему, это не на один день, не на два. Дальше. Горно-металлургический комплекс, от которого осталось в лучшем случае треть за время войны. Ну, понятно, это отдельная тема. Там Запорожсталь одна домна работает, Клёрсталь, ArcelorMittal тоже останавливает. Ну, горно-металлургические комбинаты. Полтавский ОК остановил. Эрастовский останавливается. ЮОК Ахметовский остановил. Поскольку это ж, ну, руду вывозить не на чем. Железной дорогой это не потянешь. Такой объем. Вот цена вопроса. Чтобы понимать, это 2 порта за 25 год обработали 70 миллионов тонн груза.
Дунайские порты это не компенсирует. И, естественно, останавливается экспорт зерновых, останавливается экспорт горно-металлургического комплекса, и все. И, собственно, финансы будут романсы. Это примерно будет нам стоить примерно 3% ВВП. То есть несколько миллиардов долларов в месяц. А, только что приходит, там 4 минуты назад Зеленский у себя пишет, что он созвонился с Венсом, вышеупомянутым. Получил хороший телефонный звонок от вице-президента США. Диджей Бенсон. Диджей, хороший звонок. Обсудили итоги нашей недавней встречи с президентом Трампом в Вашингтоне. Она прошла в позитивной конструктивной атмосфере. Российские авиаудары по нашей стране не прекращаются. ПВО, а именно перехватчики Патриотов против баллистических ракет, остается основным приоритетом. Также говорили о последствиях российской войны для мировых рынков. Договорились, что наши команды будут на связи и проработают все, что сегодня обсудили. Я не шибко... Ну, потому что мы давно-то, конечно, с Зеленским как наблюдатели знакомы. И с Литвином, который там ему тексты пишет. Так что Венс позвонил отчитать Зеленского? За казахов, наверное? Как знать. Ну, я бы сказал, такой КТК, Каспийский трудоводный консорциум, кто там? Шеврон, ExxonMobil, две компании. Вот. А у этих двух компаний, кто владеет пакетами акций? Два гиганта, BlackRock и Vanguard. Ну, как вы думаете, людям, которые выращивают активами на 30 триллионов долларов, отказывают? Или их можно игнорить? Нет, не отказывают. И мне кажется, что вот эти сигналы Токаеву поступили не от анонимных российских олигархов, как некоторые коллеги рассуждали, не от Китая, а оттуда. Оттуда. Как-никак за гешефт ежемесячно в 5 миллиардов долларов, ну, пободаться стоит. И в том числе и посылать сигналы в Киев относительно нецелесообразности ударов по инфраструктуре КТК в том же Новороссийске. Посмотрим. Я думаю, что, знаете, вот с визитом, да, внешне все выглядело вполне было пристойно, но за 64 минуты встречи, ну, знаете, учитывая протокольные моменты, учитывая то, что, скорее всего, в этот раз Зеленский не полагался на свое знание английского языка, а работали через переводчика, это, скорее всего, все-таки был монолог. Ну, с какими-то ремарками, вставками со стороны Зеленского. Но что там говорил Трамп, можем только догадываться. Но тут еще одна такая деталь. Хотел, говорят, Зеленский встретиться и с Маском, но тот поставил это на игнор. Ну, насчет Старлинков. Ну, сейчас же активно... Ну, они ввалили очень много денег в блогеров. Вот эту... Поедательницу собачьего корма возили, она там со всеми, и с Белецким. Ой, смотрите, я с Белецким, с белым вождем, еврейка, полдня ходила, ничего он мне не сделал. Ой, как хорошо. То там с Хмарой продить. Особенно она не видела мусульман, но, конечно, украинские мусульмане это с воодушевлением восприняли ее слова, особенно те, которые там на пятничный намаз на Дегтяревской собираются. Вот там же мечеть. Но, знаете, где эту дуру такую феноменальную вытащили? Ну, знаете, есть такой жанр трэш-блогеры. Вот это из этой же категории. Ну, тем более, ну, как бы... Нет, я с вами не согласен. Но, опять-таки, Да. это для думающей публики, это трэш-блогер. А если так разобраться, ну и так сойдет. Ну а что, слушайте... Ну, а кто, действительно, а кто знает, кто... Можно, это примерно как с этим, как с пастором, которого Да. чернокожий. Духовник Трампа там, а кто проверит? Пойди проверь. Ну, что мы же имеем дело с продавцами, профессиональными продавцами иллюзий. Ну, так они же написали. Понимаете, сейчас идет очень серьезная череда заказных материалов в прессе. Перед визитом, вот сейчас после визита. На визите, как выясняется, не было ничего. Венса не было на визите. И он ему рассказывал, как он с Трампом 2 дня назад встречался. Нет.
На мировых Э, рынках проблемы. Вот ключ. Это нам Зеленский встегивает про эти патриоты, про это ПВО, чтобы типа вот он я как забочусь об Украине. Нет, нет, нет. Это конкретно ему Венс позвонил, навешал, что ты давай как бы прекращай, потому что беда кругом. Пакистанцы, конечно, казахам предложили свои порты, но вы представьте, что это за коридор с Казахстана до Пакистана. Ну, то есть это конкретные интересы. Мне тут другой интересный момент. Они сейчас начинают заказывать. И вот эти истории про то, что а давайте наведем через Starlink или через спутники ваши по пусковым установкам, ну, баллистики российским. Слушайте, это совершенно другая война. То есть у Зеленского они идут дальше, 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 вместо того, чтобы развернуться назад и каким-то образом все, ну, закончить. Кушнер и Уитков куда едут? На 35-летие независимости Украины? Ну, вот давайте тоже. Они как-то так всплыли и опять, Ну, и опять нырнули внутрь, ну, под толщу воды. ну, знаете, есть Алексей 2 недели Арестович, вот, который теперь рассказывает о том, что выкатят россиянам ультиматум, либо вот соглашайтесь, если не соглашаетесь, включат полную поддержку, вооружат Украину до зубов, но что-то вот как-то это не бьется с реалиями. Смотрите, вот относительно визита. Через какой вход заходил Зеленский? Знаете, ну, мы же люди взрослые прекрасно понимаем, кого запускают с черного хода. Ну, Нетаньяху, кстати, тоже из черного хода заходил. Да. Э, это демонстрация уровня визита. Но, как бы там ни было, с Нетаньяху там тоже свои проблемные моменты, ибо упирается, а для Трампа это Дональд Фредович уже включил режим предвыборной кампании. Вот. Ну, а Израиль дает понять, что вопрос нашей национальной безопасности и ни на какие уговоры относительно ухода из Ливана мы не прогнемся. Действительно, для Нетаньяху это политическая смерть, осенью выборы. Вот, и поэтому у нас несколько идеализируют отношения там, и там, позы, которые там в момент разговора с Трампом и Нетаньяху. Но как-то там все напряглось. И, кстати, и в Израиле это напряжение чувствуется. Потому что отношения с Соединенными Штатами выглядят не столь радужно. Тем более на выборах, на промежуточных выборах придет еще немало леваков среди демократов, которые настроены откровенно антиизраильски. Поэтому Нетаньяху спешит. Нетаньяху спешит. Ну, смотрите, сегодня вот буквально перед нашим эфиром Иран опять закрыл Армуз. Да. Так И а там чего добился Трамп? Ничего, я говорю, это эпик фейл, вообще этого идет в учебнике, как в течение нескольких месяцев разрушить все вот эти геополитические конструкции Соединенных, которые выстраивали Соединенными Штатами на протяжении нескольких десятилетий, ну, во всяком случае, с 60-х, 70-х годов. Все это дедушка Трамп балабучно похерил. Вот, ну и там, кстати, сегодня был еще один инцидент. Соединенные Штаты развернули танкер с катарским газом, который пошел по иранскому коридору вот, в Ормузе. Вот, и предназначался для Пакистана. Вот, кстати, еще такой знаковый момент. Но для Трампа с Ираном все выглядит плохо. Завяз, как муха в меде, и хороших вариантов для дедушки не просматривается. Вот. И пока каких-то... Либо надо делать шаг назад, но это признать поражение, это и демократы его порвут, либо продолжать. Пока мы видим то, что это все-таки решили продолжать. И этой ночью наносились очередные бомбовые ракетные удары по Ирану. И, судя по всему, это продолжится. Следующей целью пока обсуждается возможность вынести ударов по тем районам, где находятся пусковые площадки в местах хранения баллистических ракет, чтобы компенсировать дефицит
ракет-перехватчиков, кстати. Вот американская же авиабаза. Ну, это типа лучшая защита – это нападение в этом смысле. Да, это не обещает аж никак, и, ну, и факторы Израиля, и Нетаньяху не обещают завершения войны. А значит, со всеми вытекающими последствиями, ростом цен на нефть и, судя по всему, катастрофическими для республиканцев результатами выборов в Конгресс и в Сенат. А кто так наказывает Трампа? По-моему, по-моему, Трамп сам себя наказывает. Ну, да, да, как унтер-офицерская вдова, которая сама себя выпорола. Вот, неумение рассчитать последствия, такой авантюрный подход, голохвастовщина, ну, и, как говорится, результаты налицо. Я себе тяжело представляю, что там, во времена Киссинджера, там, допустим, американская дипломатия чудила. А дипломатия Трампа – это дипломатия Трампа в посудной лавке. Вот это факт. Поэтому, кроме, знаете, вот конспирологические версии о том, что это его израильское лобби так использовало, нет. Трамп, по-моему, сам по себе хорош, и это же американцы видят. Синдром так вот. Трамп always chicken. Трамп всегда посуд. Это уже видят американцы. Очень важный момент я хотел бы с вами обсудить. Сколько здесь пиара, сколько здесь действительно очень тяжелых вещей. Я упоминал вот эту цитату Зеленского про то, что 50 тысяч погибших украинских военных. Я не могу быть откровенным, говорит, не могу быть. Вот. Потому что, чтобы не поняли россияне, какое у нас состояние украинской армии. О состоянии украинской армии. Как вы прокомментируете зачистки Драпатова, о которых пишет сегодня «Украинская правда», с проверками, уголовными делами штурмовых батальонов, полков Сырского, Скеля, 200 там, в общем, Корчинский там уже бьет, топчет ножкой, Безуглая радуется, что это еще не все, они там выгнали того, идет переформат. Это оздоровление или о чем вот эти, скажем так, правда, чуть ли не расформируют штурмовые полка, эти полки. Это вот что делает Драпатый? По чьему щучьему велению? Ну, иногда надо поступать именно таким образом, и поскольку темы, давайте вспомним, с чего начался скандал вокруг Скеля. С публикации в издании «Бабель», которое купил за $1 миллион у Юрия Коломойского вот этот дрона-миллионер Бабенко, который входил в клиентелу Федорова. Вот, возможно, Федоров хотел это использовать в выяснении, чтобы ударить по позициям Сырского. Но тема зажила собственной жизнью. Вот он выяснил, что и 225-й штурмовой полк, там еще факты страшнее, когда там заградотряды, людей калечат по ходу, еще более душераздирающие подробности. Пока то, что слышу от военных, опять же, я, сидя под Киевом, но тут тяжело судить об эффективности действий. Но военные, несколько моих знакомых, они позитивно оценили. Это все-таки, пусть не самый высокий, но офицерский уровень. Они позитивно оценили действия Драпатова. В том числе, с чего он начал. Он начал с увольнения в командовании сухопутных сил начальника отдела, который как раз занимал кадровика, через которого шла расстановка глав ТЦК на местах. Сходу, в первые же, как говорится, часы на должности тот был уволен. Ну, и хотя там советник Стерненко, да, говорил о том, что это фейк относительно вброс относительно аудита вооруженных сил. Но таки что-то подобное сейчас происходит. По-хорошему, заступая, как говорится, принимая хозяйство. А именно так это выглядит. Надо понимать, что ты получаешь.
А на такие факты, когда там, людей мордуют в подразделениях и этих штурмовых, там, откровенно криминальные порядки, вот и э, э, ну, подробности не хочу даже приводить, там, когда привязываются, бросают в яму с фекалиями, там ну, масса таких нюансов. По отступающим бьет украинская артиллерия. Ну, не реагировать, закрывать на это глаза, это фактически солидаризоваться с беспределом, который там царит. И в этом плане, да, политический эффект, безусловно, Дорпаты на это баллы заработают, но как командир он на такие вещи должен реагировать. М, Так а что с наследием Сырского? Что с армией? Подорвет ли это ее в моменте или нет? Он же передал Ну, все-таки наступающую армию. нет, ну это ж такой, давайте не будем обсуждать пропагандистский фуфел Так это откровенный. Сырский говорит, я передал наступаю. Вы говорите, это он лично говорит? Написали, ну, это же сначала президент говорит. Сырский же не может перечить президенту. Сырский в политическом плане поймальчик. Ну, ну, что он напишет? Что Константиновку потерял? Ну, до сих пор не ГУ, но под Дружковкой, Алексеевкой уже, как говорится, эти передовые группы флагов-тыков уже появились. А это означает, что Константиновка все или там практически все. Вот. Какой-то момент будет, безусловно, штормить, учитывая то, что такие комбригопад пошел на 93-ю бригаду. Дропатый вернул комбрига, которого отставил Сырский. Вот. Судя по всему, будут сменены командиры вот этих штурмовых подразделений и целого ряда бригад. И то есть уйдут целый, ну, скажем так, обойма клан Сырского, судя по всему, Дропатый будет подчищать. То есть это такая уже традиция в украинских вооруженных силах. Пришел Залужный, подтянул своих. Посмотрим, буду смотреть по биографии. Там появятся ли выпускники Харьковского института танковых войск при Харьковском политехе, появятся ли выходцы из 72-й бригады на командных должностях, но пока военные позитивные действия. Кадровые Хорошо, решения. а что у нас на передовой на поле боя? Жуткие же удары наносятся по тылам, но и на передке не сладко. И вот эти все рассказы, которые опровергают россияне про мобилизацию, ну это как повод для того, чтобы вламываться дома, как сегодня в Смеле Черкасской области. Просто врываться и произволу ТЦКшников. Зачем тогда набирают это, скажем так, количество? Что планируют? Правда наступать или какая Ну, стратегия? для наступления ну, банально нет резервов. Дай бог, чтобы фронт не сыпанулся. Тут, да, были, когда россияне более активно наступали, еще в 25 году были и тревожные плены, удержал. Как бы там ни было в сырской ситуации. Вот. Сейчас таких возможностей, ну, там некоторые там, Крымом бредили, там, в Приазовье наступать. Пока я не вижу такой возможности. Пока хотя бы подтянуть численность первой линии, то есть активных штыков. 150-200 тысяч из миллионов на передней линии. И да, это уже в 24 году тогда поднимался такой факт, что есть те бригады, которые вообще не были на передовой, по большому счету. А некоторые сидят там месяцами. Естественно, люди выгорают, гибнут, получают ранения. А в условиях килл-зоны осуществить ротации, там другой пример на запорожском направлении, когда люди там буквально голодали, сидели без воды и
элементарно командование оказалось не в состоянии обеспечить снабжение. Там тоже, говорят, головы полетели, Драпаты отреагировал, но это говорит о том, что вокруг Орехова, Славянско-Краматорская агломерация, Харьковская область, там такая довольно кислая ситуация. М, Ну, опять-таки, про проломы спрашивать смысла нет, потому что закручиваются совершенно разные, ну, разнонаправленные сообщения по поводу Орехова, да, и, конечно же, новое а, прощупывание границы, да, в Харьковской области новое, поэтому, ну, в общем, сложная эта история. Я просто к чему? К тому, что вот если все-таки прорыв на фронте случится, чем его будут закрывать? У нас мы видим, как профессионально Зеленский закрывает вот эту всю историю. Там, Федоров, что, все, отыграли, картонки забыли, 31 числа придут? Подождите. Нет, это Хорошо, что еще? Вот сегодня Корнета Оболенского, ну не Корнет, он просто Оболенский из Хартии, пытался убить какой-то предпенсионного возраста или пенсионер с седыми усами мужик, которого там повязали, рядом пистолет. Они говорят, мы думали, нам СБУ заказали зама Хартии Оболенского убрать, поэтому и согласились. Если бы русские, никогда бы не согласились. Это все, это все ну, как отвлекающие маневры. да, ну, с Соболенским это мутная история, и там могут всплыть ну, такое, что на голову не натянешь. Потому что очень часто, ну, знаете, ведь деятельности спецслужб провокация царица доказательств. Поэтому пока не будем спешить давать оценки и пытаться разобраться, что же там было. А вот что касается всего остального, ну, э, действительно, у нас осенью может случиться идеальный шторм, когда экономические, инфраструктурные проблемы, не дай бог еще проблемы фронта, вот, ну дай бог, чтобы к ноябрю-декабрю мы получили, ну, возможно, такие откроется окно переговоров для переговоров. Но есть риск того, что ситуация двинется в сторону как раз такого себе идеального шторма. А что касается прорывов на фронте, но вот это же вопрос наличия резервов. Это закрытая, понятная информация, тут не берусь судить, но мне кажется, с этим все туго. И действительно, э, хотя Кремль открещивается от того, что готовится плановая мобилизация, ну и всех возможных опций воевать по-настоящему, но, по-моему, только увеличить численность вооруженных сил, максимально растянуть фронт и дождаться того момента, где фронт ЗСУ в какой-то момент не выдержит напряжения, посыпется и как костяшки домино там начнется обвал фронта. Вот тогда да, тогда действительно возможен выход на оперативный простор. А пока это ну, такие прорывы тактического уровня. С Ореховым, да, там идет охват, как и 20 раз до этого. История повторяется. Но что касается, понятно, у россиян завышают успехи, у нас делают вид, что вот, там, не спешат признавать потери. Ну, я ориентируюсь на финнов. Blackbird, там, мне кажется, это более адекватная и объективная карта асинтеров. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Итак, какие последствия от нашествия марокканских мигрантов наиболее вероятны? Шенген в ЕС кончится, границы опять начнутся. Этот вариант у нас как бы достаточно популярен. Самое меньшее набрал, отправят пришлых воевать с Россией 9%, 23% шатнут Испанию, поменяет руководство. А по поводу начала развала ЕС и границы 29%. Переварят все-таки. Переварят. Считают люди, 39%, и не с таким справлялись, тем более сейчас там МВД Испании во время нашего эфира, я смотрю, сообщения идут, что там, слушайте, ну 60 тысяч зашли, ну уже 35 отправили, выгнали, или 37, нормально, нормально, как бы с пивом пойдет.
Что вы Ну, думаете по поводу того, что переварят? да. Я думаю, все-таки это не станет фатальным для ЕС, но Санчес отшатнет, учитывая, скажем, его социалистическую направленность, учитывая его довольно непростые отношения как с Брюсселем, так и с Вашингтоном, я думаю, шатнут. Так, друзья, всем большое спасибо за то, что проголосовали в нашем сегодняшнем опросе. Давайте теперь переходить к вашим вопросам. Очень отрадно и приятно, что вы их задаете. Так, значит, поехали. Сообщество YouTube. Что у нас здесь? А здесь у нас вот такие вопросы. Вопрос от Олега. Александр Андрей, здравствуйте. Фридрих Мерц после того, как взял в руки правильный калькулятор и свел дебет с кредитом, начал кулуарно откатывать назад отношения с Россией. Например, переговоры в Азербайджане. Андрей, как вы считаете, именно для Мерца эта точка невозврата уже пройдена в таких договоренностях с Россией, и результат уже будет при другом канцлере? Или все-таки сейчас деньги и прочие плюшки для России сделают свое дело? И будет ли Германия в одностороннем порядке вести подобные переговоры? Нет, Мерц точно не является для Кремля персоной грата. Вот, но, знаете, когда экономическая ситуация трудна, полюбишь и козла. Вот, известную фразу. Ведь и в германском политикуме, и до войны хватало тех, кто говорил о том, что надо, что политика санкций, она контрпродуктивна для экономики Германии, что надо следовать не в фарватере интересов Вашингтона, а надо исходить из собственных национальных экономических интересов. Ну, пока думали, гадали, началась еще война и взрыв северных потоков. Результат, я у вас, по-моему, рассказывал о том, что для немцев это национальная трагедия, когда закрываются заводы Volkswagen, а тут еще на заводах BMW. 8 тысяч рабочих мест закрывается. Для немцев это тяжелейший. То есть, понимаете, есть такой морально-психологический аспект. Но реально происходит деиндустриализация Германии, поскольку тот же БАСФ, химическое производство, это мы-то помним по еще кассетам, которые были популярны еще в советское время западногерманского производства. Но с такими ценами на энергоносители реальный сектор германской экономики не выдержит. И это понятно. И, естественно, многие взоры обращаются в сторону на восток. Вот. С другой стороны, Россия также нуждается в технологическом оборудовании, в станках. Понятно, китайцы в значительной степени закрывают эти потребности, но, знаете, допустим, китайцы до сих пор не перепрыгнули, то есть, допустим, возможности цейсовской оптики, включая супер высокотехнологичное оборудование. Китай этого при всех своих достижениях не делает. Поэтому тут, возможно, результаты выборов, они еще не скоро в Германии, но пока мы видим то, что те, кто выступает за радикальный разворот руля курса государства, альтернатива для Германии, они набирают баллы. И пока они находятся в оппозиции, этот процесс будет продолжаться. Если, конечно, не оскандалятся, не макнут в какую-то халепу, такую с репутационными потерями, процесс только набирает обороты. Динамика уже, альтернатива вышла на 30%. Христианские демократы 21% и их партнеры социал-демократы аж 12%. То есть, очень близко к тому, что одна альтернатива будет перевешивать поддержку двух этих системных политических партий. И, по сути, восток Германии уже результаты выборов там победила альтернатива для Германии. То есть, политические тенденции совершенно очевидны. И, возможно, вот тогда заговорят о прагматизме, о том, что политику государства должны определять его экономические интересы. И тогда, как говорится, это возможно. Петр, Андрей Владимирович, так ли уж могущественна и влиятельна британская монархия сегодня, если никак не противодействует наплыву совсем чужеродных мигрантов? Вряд ли это пришельцы ставят их своими государями. Критическая масса их – конец монаршему дому, согласны или нет?
Нет, ну, дело в том, что у нас иногда гипертрофирует, но там же проблема. Вот на выборах в Британии, почему раз за разом побеждают. Вот третий уже срок мэр Лондона, пакистанец. В других городах побеждать. Там дело в том, что в отличие от инертных британцев, которые предпочитают день выборов там проводить выходной в пабе с кружкой пива, муслимы дисциплинированно идут на избирательные участки и голосуют так, как надо. И добиваются результата. И это действительно мы видим то, что Соединенное Королевство уже выглядит даже визуально совсем не так, как там, 20-30 лет тому назад. Но проблема заключается в другом, в том, что Британия все-таки оказалась экономический фундамент. То, на чем во многом держалась, как говорится, британская экономика, то есть те же компании Rolls-Royce, ведь в середине 20 века их британские авиадвигатели были эталоном качества и совершенства. Все это осталось в прошлом. Автозаводы, что из британских марок осталось? Rolls-Royce, который принадлежит BMW. То есть, поэтому экономическая после Тэтчера, экономическая политика в Британии еще какое-то время проехали по инерции, но не блещет, мягко говоря. А то, что еще и груз социальных обязательств при довольно жесткой налоговой политике, вот результат налицо. Поэтому британские амбиции то есть, не соответствуют нынешним экономическим и военным возможностям Лондона. Другое дело то, что в чем сильны британцы? В вербовке, в интригах, как-никак все-таки у них у дипломатии и спецслужб колоссальный, больше, чем у американцев опыт. И это мы видим и по Украине, в том числе, как протеже британцев ступенька за ступенькой продвигаются. Вот это британцы блестяще умеют. Ну и, естественно, устраивать на ровном месте конфликты, создавать, кажется, ведь разделяем власть. Ну, и как в Ирландии говорят, если утром в доме дерутся двое, значит, накануне там ночевал британец. Пользователь «Синяя борода». Андрей, помогите ответить на вопрос. Повальная коррупция в Украине уж 30 лет как. Итог. Продали народ на убой, на свой садок, спальные колохаты. Это уже и слепые поняли. Вопрос. А как из такого, брат, сват, кум, что-то можно сотворить теперь? И чтоб еще и на благо вашей Украины? Знаете, ну, по крайней мере, коленом под зад тем, кто бьет себя в грудь и кричит, что я покончу с коррупцией. Потому что, как правило, вот те люди, которые слишком активно протестуют против коррупции, они протестуют против своего неучастия в коррупции. Вот. А в их глазах коррупция – это то, там, где они не участвуют, там, где нет, как говорится, их доли малой. Поэтому, по крайней мере, есть страны, которым коррупция абсолютно не мешала экономически развиваться. Возьмите ту же Южную Корею. Вот. Там еще в нулевые еще закладывали процент на продвижение сделок. Это вполне такая легализованная коррупция, с которой, кстати, и налоги платились. По крайней мере, в Украине коррупция – это еще колоссальный социальный амортизатор. Вот. Кстати, многие вот крымчане ощутили то, что, допустим, те вопросы, которые при Украине решались на раз-два, нет, там вот, прессинг, допустим, налоговая служба действует намного жестче, чем в Украине. В Украине, да, это социальный амортизатор. Как с этим покончить? Ну, давайте не будем воевать с ветряными мельницами. По крайней мере, сделать так, чтобы в откат шло не 30% бюджета, но хотя бы вот, там, 5-10%. Нормализовать до каких-то разумных пределов. Поскольку замахиваться на больше, ну, будем откровенны. Зачем идут на государственную службу? Распил, откат, занос. То есть за получением коррупционной ренты. Если это убрать, цепанется вся пирамида госслужбы и правоохранительной системы. Если случится такое чудо, вот в течение суток там исчезнет коррупция. Ну, исчезнет во многом и государство. Новые институции, которые существуют с одной только целью, чтобы
сев в кресло, иметь возможность где-то в нужный момент зажечь красную лампочку, в нужный момент зажечь зеленую лампочку. И получать за это гешефт. Так, дальше. Значит, вопрос. Добрый день, спасибо за эфир. В одном из старых эфиров года полтора назад вы весьма скептически отнеслись к возможности жизни под российским правительством. А какие преимущества сейчас у жизни в современной суверенной Украине? Ну, знаете, обои-ребой. Как бы там ни было, но в материальном плане, понятно, в России индивидуум чувствует себя получше, намного лучше. Те же, допустим, крымские пенсионеры там на жизнь не жалуются, это точно. Проблема же в другом. Проблема, допустим, вот в тех вещах, которые не касаются 90% населения. Знаете, когда за неосторожный пост в Facebook можно присесть, ну, и у нас, и там. Ну, как-то по определению это уже ненормально. Тем более, что отвешивают такие недетские сроки. Ну, вот эти моменты, конечно. Плюс не будем забывать о том, что по Ну, большому подождите, счету. ну что вы, Андрей Ильич, ну что вы что, Дуров, что ли? Нет, ну, там не только там отправили по госизмене, сколько там уже, 1500 дел в Российской Федерации, Так, что а там. у нас сколько? Ну, у нас тоже хватает. Вот, Нет, ну подождите, стойте, а у нас сколько? Просто разные там люди по-разному называют эти цифры. ну, у А, нас гуляет, по-моему, с легкой с руки Дубинского запустили 40 тысяч политзаключенных и так далее. Ну, там же с каждым надо смотреть конкретно и разбираться. Есть те, ну кто. так количество населения. Но до войны у нас, по большому счету, вот, где-то порядка 100 с лишним тысяч было в колониях. Но вот 40 тысяч это, прививка 40 тысяч это большая цифра. Это большая цифра. Так, Руслан задает вопрос. Андрей Владимирович, согласны ли вы с тем, что мир в Украине возможен только после смены власти? Не перемирие без открытия границ, отмены военного положения, мобилизация, а вот именно полноценный и надежный мир. Думаю, да. Поскольку явно, учитывая то, что Владимиру Александровичу неизбежно, если даже речь пойдет о прекращении огня, зададут банальный вопрос. Так, а неужели это нельзя было сделать в 2022 году? И получить условия и результат для Украины куда более лучший, там, без разрушения экономики, без гибели сотен тысяч людей. Ну, пругу про 50 тысяч оставим президенту. Вот, достаточно там, зайти на любое кладбище. У нас сколько, по-моему, 25 тысяч населенных пунктов. Но практически до сих пор еще не встречал даже в селах, ну, хотя бы там 5-7 флагов шелестит на ветру. А ну, в городах ну, это просто жуткая картина. Поэтому о цене войны, ну, я думаю, мы узнаем после войны, и боюсь, это для многих будет шоком. Вот, поэтому вот эти вопросы будут заданы. Поэтому я не думаю, что как бы, реально, да, действительно, это тот новая власть, на которой уже не будет лежать груз ответственности за предыдущие деяния, но она будет, у нее будет несколько большая свобода рук, чем у нынешней. Так, вот такой вопрос. Всемирный еврейский заговор и СВО имеют ли общие корни? Майк спрашивает. А правда ли, что Крым готовят к еврейской оккупации? Правда ли, что Хаббат имеют свои подразделения в обоих армиях? Правда ли, что Владимир Соловьев и Яков Кедми – это будущий президент-премьер Иерусалима в Крыму? Правда ли, что восстановление хазарского каганата одобрено в Вашингтоне, Иерусалиме, Риаде, Лиссабоне, Москве и Пекине? Правда ли, что Зеленский будет баллотироваться на спикера парламента Хазарии и его партия «Слуга еврейского народа» будет в себя включать членов партии Ликуд? Спасибо за ответы на эти вопросы. Знаете, Как ну мило, пока, слушайте. да, пока я смотрю, что ну, израильтяне или там американские евреи, которые коих 6 миллионов, как-то не спешат паковать чемоданы и перебираться на Казани.
А вот эти конспирологические версии, ну, вы помните, 17 мгновений весны, помните диалог Штирлица и генерала в поезде когда-то. Вот генерал прохатых большевистских казаков завел. Что-то из вот этого же разряда. Прохатые большевистские казаки. Но пока, знаете, это действительно ну, два народа, которые близкие по языку, по культуре, по, в конце концов, по вере, ну, с радикальной ненавистью уничтожают друг друга. Ну, значит, кто-то третий выигрыш. Ну, спустя годы, некоторое время пройдет и увидим. Так, в общем, вот такой давайте вопрос еще зададим. В одном достойном издании, Андрей, не дали рецензию на выпуск в августовском номере. Не далее, наверное. Ну, в общем, речь идет о расследовании с линии ЛБС. Объем поставки запретных к обороту веществ в объеме 5 килограмм в день. Все виды. Что вы об этом скажете? И вопрос. А что с лабораториями не в Украине? Ну, дело в том, что я не специалист по наркотрафику. И лабораториям? Да. А фильм «Во все тяжкие» смотрел довольно давно. Там, конечно, впечатляет, но, думаю, в реальной жизни все скромнее. А то, что в ЗСУ хватает людей с зависимостями, и что там гуляют и запрещенные препараты, это, по-моему, Так это Решетилова рассказывала. капитаном очевидность. Да. Есть такая проблема, поскольку, ну, когда армия разрастается до 1 миллиона, то есть все болячки общества, они приходят вместе с ростом. И наркоманов хватает. И хватает тех, кто подсел. Ну, понятно, что перманентный стресс, напряжение, ужасы войны, ну, многие люди таким образом пытаются себя. Ну, психостимуляторы – это тоже проблема, поскольку иногда там сутками без сна, ну, вы прекрасно понимаете. Это проблема, но пока на нее закрывают глаза. Плюс то, что любой, скажем так, наркобизнес – это как проституция, там, там, азартный бизнес, они не могут, бизнес на азартных играх, они не могут работать без ментовской крыши. Ну, не только менты, но и другие спецслужбы. Поэтому, я думаю, также обстоит дело и с наркобизнесом в Украине. Вопрос. Остановка, заморозка конфликта. Как повлияет на бусификацию? Станет ли менее агрессивна она или все останется как есть? Ну, пока, в ближайшие месяцы, предпосылок того, что мы получим, как говорится, мобилизацию человеческим лицом, я не вижу. Пока гайки будут закручиваться. Вот. А если действительно будет там перемирие, прекращение огня, возможно, да, ну, кажется, мобилизация не прекратится, пока действует военное положение, но, может быть, это все будет происходить не столь беспредельно, как сегодня. Но, учитывая то, что вчера чистый четверг, пошли там по ТЦК 100 обысков, ну, наверное, на Банковой прекрасно понимают, что это бомба с подожженным фитилем, когда люди видят, да, там от врага прилетают ракеты, но есть и внутренний враг, и к ТЦКшникам относятся, ну, наверное, как относились 90 лет тому назад, 10 лет тому назад к полицаям во время немецкой оккупации. Здравствуйте, Андрей Владимирович, спасибо за эфир. Китай строит планы на 50 лет вперед. А каков горизонт планирования у Зеленского? Оцените, пожалуйста. У них горизонт планирования как у советского прапорщика. Вот масло съели, день прошел, старшина домой ушел. Вот, нам бы день простоять, нам бы ночь продержаться. Вот живут тактическими ну, вполне, как говорится, не бескорыстно. Там. Могу только догадываться, сколько там наскирдовали в криптокошельки. Это ж тенденция, тренд нынешнего времени. Даже некоторые подофисные телеграм-каналы уже кэш не берут, только в крипте. То есть шагают ногу со временем. Поэтому, к сожалению... Тут вас Сергей уличает в этом самом, в пропаганде.
Зачем Золотарев из эфира в эфир распространяет ложный нарратив, по которому утверждается, что Украине Запад не додает оружия. Типа, если бы дали все необходимое, то была бы победа Украины. Во всяком случае, оружие, объем оружия, который поставляли Украине, ну, любой военный, в том числе и, скажем так, незаангажированные эксперты говорят о том, что давали ровно, чтобы Украина не пала, но недостаточно для того, чтобы она победила. Есть такое мнение, это не пропаганда, как бы там ни было, это факт. Знаете, 30 танков Абрамс, ну сколько, ну пусть еще там пару сотен леопардов, что это, по меркам 23-го года. И колоссальный снарядный голод даже, когда он никуда не исчез. Те же дроны появились как результат вот такого, знаете... Извините, пожалуйста, это, конечно... Простите, товарищи, извините, простите. Это, кстати, будет хорошее завершение нашего сегодняшнего эфира. Ну, понятно, пропаганда. Не, сейчас нет уже этой там, пропаганды, не пропаганды. Не-не-не. Трампа надо слушать. Свежий Трамп. Ой. Значит, Трамп высказался еще раз об Украине и патриотах. Значит, по левую руку от Трампа сидит Хексит, какой-то надутый. Ну, у него как бы в последнее время тяжело с лицом. По правую руку сидит Рубио. Тоже какой-то весь. Ну, видимо, ботинки большие, не жмут, плавает. Значит, цитата. «Мы должны быть очень осторожны, разрешая кому-либо производить наше современное вооружение. Передавать такие технологии – дело непростое. Те, кому вы передаете технологии, впоследствии могут обернуться против вас. И такое возможно». И такое возможно. И, кстати, вот по поставкам оружия, ну, были такие опасения, что... Куда и нахрена он ездил с этими Будановыми арахамиями, там сидел Умеров, треугольничек возле мотни вот это вот держал, типа он масон, гражданин США. Вот это там все куражились. Они же там договорились, они же там вот, технологии, лицензии. Вот мы Трампа сегодняшнего слушаем. Где они были? Чем они занимались за государственный счет? Вот, Саша, и вот он ответ на предыдущий вопрос. Где пропаганда? Ну, знаете, почему Россия может закупать, там, и получать, допустим, те же ракеты и снаряды в Северной Корее, закупать беспилотники в Иране? Ну, что тут? Ну, американцы уже сказали, Рубио сказал, он the business, это бизнес. Но да, если взять, допустим, те же оборонительные системы, те же средства ПВО, ну, вымерить объемы поставок, я там не беру даже Патриоты, но даже те системы, которые могут использоваться против дронов, довольно скромный объем поставок. Да, с дронами это там объемы пошли, и цифры впечатляют. Да, это факт, это не спорю, но все остальное, допустим, ведь помимо гепардов, там есть Вулкан Фаланкс, всевозможные Skyraider, ну, пока там считанные единицы таких систем. Говорить о том, что Украину Запад вооружил до зубов, ну, знаете, может человек только с таким очень богатым воображением. Тут в чате спрашивают там, а что смешного? Не-не-не, тут не смешного. Сказано все правильно. Все нормально. Это реакция на то, как нас... Ну, опять, прошло 3 дня. Не 3 недели, не 3 года, не 3 месяца, 3 дня. И когда уже нам сказали, все, сейчас лицензия, Штиллерман потирает руки, сейчас будем там всех, вот этих там Федорова отфутболили, всех свели в эту семью фаерпоинтовскую, они сейчас будут, Зеленский ходит, говорит. Он такого не говорил раньше, он говорит, я построю заводик в Британии, чтобы там недосягаем. Мы сейчас сделаем украинские аналоги патриотов. 3 дня прошло. 3. Во-первых, память у всех, как у рыбки Гуппи, это понятно. А во-вторых,
Так он ни о чем не договорился. Он не способен договориться ни о чем. А Трамп не способен выполнить то, о чем с ним, как его контрагенты думают, договорились. Понятно, встретились два шоумена. И пустота в сухом остатке. Понятно, что, ну, кто спросит? Ну, Дурень-Думка и богатеи. С Германией я приводил пример. В самых благоприятных условиях, при всех технологических и промышленных возможностях, ну, вот, третий год продолжается эта история. Может быть, к концу года это производство ракет-перехватчиков ПАК-3 заработает. Японцы тоже, кстати, не быстро развернули. Ну, у нас же, что нам строят дом построить, там, ну... Да, будем следить за ситуацией, которая развивается. Андрей Владимирович, я благодарен за время и мысли. Подписывайтесь на второй канал Золотой онлайн. Он, кстати, ну, ссылочка на него на основном есть, там, где записи. Как-то туда будем помещать прямые эфиры, стримы, то есть ответы на ваши вопросы. Так что подписывайтесь, комментируйте, лайкайте, дизлайкайте, то есть не будьте равнодушны. Давайте вытащим всем миром Андрея Владимировича из теневого бана, куда его засунула зеленая субстанция. Я думаю, что все получится. Друзья, спасибо большое за то, что поучаствовали в беседе. Всем добра и света. Увидимся.